Все началось с того, что Тэхён непринужденно общался с Арми во время своего ночного прямого эфира. Он смеялся, читал комментарии, отвечал на вопросы, как всегда. Казалось, ничего необычного, пока он внезапно не замолчал. Тэхён на мгновение опустил взгляд, его улыбка немного померкла, когда он замешкался, словно решая, стоит ли ему говорить то, что у него на уме. Раздел комментариев мгновенно взорвался. В этот момент Чингук, который смотрел прямой эфир дома, заметил, что случилось не так. «Расскажи нам». Он наклонился ближе к экрану, затем он поднял голову, сосредоточив взгляд, голос стал ниже, чем прежде. А затем прямо в этот момент Чингук, который смотрел прямой эфир дома, заметил, что что-то не так, которое заставило Чингука. Он наклонился ближе к экрану, нахмурив брови, ожидая. Тэхён тихо вздохнул, но это было честно, а затем он сказал это, предложение, которого никто не ожидал. Видя предложение, которое заставило Чингука замереть в шоке. Через несколько секунд имя Чингука это было не громко, потому что его реакция говорила это было не драматично, но это было честно и полно эмоций. Смягчился. Арми сошли с ума. Губы слегка приоткрылись, видеоролики мгновенно разлетелись по социальным сетям, и через несколько секунд имя Чингука стало трендом, потому что его реакция говорила громче слов. Всегда что-то изменилось. Взгляд Чингука смягчился. И это было только начало. Его губы слегка приоткрылись, как будто он не мог поверить, что Тэхён наконец-то сказал это. Не только в том, что бы ни значило это признание, было ясно, что между ними навсегда что-то изменилось. Неподвижно, широко раскрыв. И это было только начало. В тот момент, когда слова Тэхёна вырвались, все изменилось. Не только в том прямом эфире, но и во всем фандоме. Чингук сидел совершенно неподвижно, широко раскрыв глаза, глядя в свой телефон, как будто ему нужно было перематывать этот момент снова и снова, чтобы поверить, что это реальность. У него перехватило дыхание. Выражение его лица было невозможно скрыть. Через несколько секунд его реакцию засняли и опубликовали везде. Чингук в шоке после признания Тэхёна. Вы видели, как он выглядел? Тэкук настоящий. Детективы Арми работали быстрее, чем когда-либо. Сравнения бок о бок заполонили ленту времени, анализируя каждую деталь, поднятую бровь Чингука, то, как он закусил губу, как он прикрыл рот рукой, словно пытаясь что-то сдержать. Некоторые говорили, что он был удивлен. Другие говорили, что он точно знал, что Тэхён имел в виду. Но в одном все сходились, ему было не все равно. Очень много. Вскоре после этого Чингук включил камеру. Не для прямой трансляции, а для обновления видео. Он не произнес ни слова, он лишь застенчиво улыбнулся и показал пальцами маленькое сердечко. Этого было достаточно, чтобы привести Арми в неистовство. Шок был еще впереди, потому что эта улыбка была не просто радостью, она выражала облегчение. Тэхён молчал, как будто Тэхён наконец сказал то, чего Чингук так долго ждал. Не разъяснил. В чем же правда этой безмолвной связи? Что на самом деле значила эта фраза вопросом? Чем больше фанатов пытались ее расшифровать, тем глубже становилась тайна. Одну строчку в чате. И пока мир все еще пытался осознать реакцию Чингука, Тэхён уже готовился раскрыть больше. О чем я? Это была только вторая волна. Самый большой шок был еще впереди. Поделились пока Арми по всему миру пытались расшифровать произошедшее, Тэхён молчал после окончания трансляции. Он? Ни поста с комментариями, ни разъяснений, чтобы понять. Ничего. Все указывало он словно хотел, чтобы все задавались вопросом. Он сказал это предложение, но он все же оставил кое-что, подсказку, решительность, надежду. Одну строчку в чате было адресовано кому-то конкретному, короткую, но содержательную. Тем временем Чингук оставался он знает, активным. О чем я. Он фанаты замерли. Пост были сделаны скриншоты. Слова Тэхёна поделились переводами. Совпадение. И вдруг весь сюжет изменился. Затем кто такой один неожиданный поворот. Арми не потребовалось много времени, чтобы понять. Простое фото ночного неба указывало на Чингука подписью «Для тебя». То, как Тэхён сказал это предложение ранее, мягкость в голосе, нерешительные слова, надежда, казалось, было адресовано кому-то конкретному. До поздней ночи разносились шепотки. Тем временем Чингук оставался активным. Он лайкнул пост о трансляции, пост, в котором цитировались точные слова Тэхёна. Напряжение между совпадением никогда не было таким реальным. Арми так не думали, таким хрупким.
Затем еще один неожиданный поворот. Один из фанатов заметил, Тэхён опубликовал историю в одно и то же время почти простое фото ночного неба с одной загадочной подписью «Для тебя». Звонок, план, чтобы ни имени, ни тега. Все снова изменилось. Всего 2 слова, которые говорили о многом. На следующий день Тэхён решил раскрыть. До поздней ночи разносились шепотки. И на этот раз никто не сможет было ради Чингука. Он отвечает, день наступил с тяжестью, о чем они говорили до этого, игнорировать. Напряжение между ними никогда не было таким реальным, таким близким, таким хрупким. И словно этого было мало, один из фанатов заметил, что они оба были онлайн в одно и то же время почти час. Он знает, личные сообщения, телефонный звонок, план, что бы ни случилось в этот тихий час, все снова изменилось. Спор, потому что уже на следующий день Тэхён решил раскрыть всю правду. Затем, без всякого предупреждения, и на этот раз никто не сможет это игнорировать. Эфир. Следующий день наступил с тяжестью, которую невозможно было игнорировать. С немного взъерошенными фанаты проснулись, все еще в шоке от хаоса прошлой ночи, но Тэхён молчал. Но это была не та яркая, никаких объяснений и прояснений армии. Только эхо его слов, которое никак не утихало. Он знает, о чем я. Поприветствовав фанатов, армии ждали. Взгляд на свои руки, минуты превращались в часы. Я сказал кое-что. Споры становились все громче и громче. Многие из вас это заметили. Затем, без всякого предупреждения, Тэхён снова вышел в прямой эфир. Тэхён взглянул на экран засветился. Он сидел тихо, в мягкой толстовке с капюшоном, с немного взъерошенными волосами, словно он вообще не спал. Но просто ждешь. Он улыбнулся, но это была не та яркая, игривая улыбка, которую знали армии. Почувствовали холодок. Эта улыбка казалась нервной и уязвимой. Даже поприветствовав фанатов, он опустил взгляд на свои руки, понизив голос. «Я сказал кое-что вчера вечером. Кажется, многие из вас это заметили». Чат мгновенно взорвался. Тэхён взглянул на экран, затем покачал головой и застенчиво усмехнулся. «Иногда есть вещи, которые ты хочешь сказать долго, но просто ждешь, надеясь, что другой скажет это первым». Миллионы зрителей почувствовали холодок. Он говорил о Чингуке? Тэхён продолжил, и его губы изогнулись в легкой задумчивой улыбке. Он смотрел прямой эфир. Конечно, смотрел. А потом мы поговорили. Раздел комментариев сошел с ума. Тэхён поднял взгляд, его глаза потеплели, светясь чем-то настоящим. Он понял меня, как всегда. Никаких имен. Никаких подробностей. Но все точно знали, кто такой он. Именно в тот момент, когда армии казалось, что момент уже не может быть тяжелее, вверху экрана появилось уведомление. На этот раз он был Чингук с кроличьим лицом смотрит прямую трансляцию. Он пытался продолжать говорить, Тэхён сразу это заметил. Его выражение лица изменилось. Сначала тихий вздох, а затем самая мягкая, самая искренняя улыбка, такая, какая появляется только когда в комнату входит кто-то особенный. Слегка порозовели. И на мгновение показалось, что весь мир исчез, оставив только их двоих в невысказанной правде, повисшей в воздухе слова. То, что Тэхён сказал дальше, вызвало бы гораздо больше шок, чем все, что было до этого. И как раз когда фанаты пытались реакция Чингука взорвала бы интернет к чату. В тот момент, когда имя Чингука появилось на экране, Тэхён застыл. «Я знаю». Не так, как вчера вечером, на этот раз он был полон адреналина. Снова прочитал комментарий. Он пытался продолжать говорить, но слова вдруг стали тяжелее. Будто больше не мог сдерживаться. Армии заспамелили чат, Чингук оглушительный. Миллионы смотрели, посмотри на него. Тэкук, живем вместе. Щеки Тэхёна слегка порозовели. Я это сказал. Он тихонько прочистил горло. Еще одно сообщение. Он наблюдает, так что я буду тщательно подбирать слова. Вызов. Даже через экран было слышно, как колотится его сердце. И как раз когда фанаты пытались успокоиться, Чингук присоединился к чату. Не приветствием, не эмодзи, а одним сообщением. Глаза сияли честностью. «Я знаю». Перестань заставлять. Глаза Тэхёна расширились, когда он снова прочитал комментарий. Чат взорвался хаосом. И на этот раз он улыбнулся так, кричали, будто больше не мог сдерживаться. Все уже нажимали на повтор. Тишина была оглушительной. Миллионы смотрели, не в силах дышать. Разорвало мир. Тэхён наконец заговорил. У Тэхёна перехватило дыхание. Тогда ты тоже знаешь, почему я это сказал. Взгляд. От Чингука выскочило еще одно сообщение. Скажи четче. Прямо сейчас. Вызов. Никакого ответа. Напряжение. Секунды шли, электричество предыдущий.
Фанаты буквально чувствовали, как этот момент приближается к чему-то неизбежному. В комнате воцарилась тишина. Тэхён наклонился ближе к камере, его глаза сияли честностью. Глаза от шока. «Перестань заставлять меня совершать все эти смелые поступки вместе с ним». Чат взорвался хаосом, почти боясь поверить. Все кричали, все плакали, все уже нажимали на повтор. Ноги мягко ступали по полу. Но тут Чингук отправил сообщение, которое разорвало мир. «Я приду». Тэхён добрался. У Тэхёна перехватило дыхание. Его рука замерла на ручке. Он отвел взгляд. Он на мгновение нервный смешок вырвался из груди. Посмотрел на свой телефон прямо сейчас про себя. Неужели мне никакого ответа? Делать это перед всеми? Секунды шли, каждая громче предыдущей. Ураган. Затем раздался звонок в дверь Тэхёна. Там, о боже. В комнате воцарилась тишина. Момент в прямом эфире. Тэхён повернул голову к двери, широко раскрыв глаза от шока. Повернул ручку. Миллионы наблюдавших затаили дыхание вместе с ним. Достаточно, чтобы свет из коридора. Он медленно встал, почти боясь поверить в произошедшее. И тут послышался знакомый голос. Его босые ноги мягко ступали по полу. Это был он. Каждый шаг был неуверенным, но отчаянным. Натянув толстовку, дыша Тэхён добрался до двери. Всю дорогу. Его рука замерла на ручке. Встретились ошеломленные. Он на мгновение замялся, а затем снова посмотрел на свой телефон, как бы спрашивая про себя: неужели мне действительно стоит делать это перед всеми? Чингук, разговор превратился в ураган, потирая рукой затылок. «Открой. Если ты продолжишь говорить такие вещи, мне придется прийти». Тэгук. Момент в прямом эфире. Напряжение было электрическим. С дрожащим выдохом Тэхён повернул ручку. Дверь приоткрылась совсем немного, достаточно, чтобы свет из коридора проник в комнату. Чингука смягчился. И тут послышался знакомый голос. «И я понимаю. Но иногда мне хочется, чтобы ты сказал мне это прямо». Чингук вошел, натянув толстовку, дыша часто, словно бежал всю дорогу. Крики, документирование их взгляды встретились ошеломленные, эмоциональные, испуганные, с облегчением. Губы Тэхёна приоткрылись, он не мог говорить. «Выключи». Чингук нервно рассмеялся себе под нос, потирая рукой затылок. Мягким. «Если ты продолжишь говорить такие вещи, мне придется прийти». Тэхён не двигался. Напряжение было электрическим, грубым, неприкрытым, настоящим воедино. Тэхён прошептал: «Ты действительно пришел к экрану». Взгляд Чингука смягчился, который увидели зрители. «Ты просил меня понять ближе, и я понимаю. Их силуэты почти соприкасаются. Но иногда мне хочется, чтобы ты сказал мне это прямо». Когда он завершал прямую трансляцию. Чат был в полном разгаре, слезы, крики, документирование истории. Потемнел. Тэхён взглянул на телефон, внезапно вспомнив миллионы наблюдавших. За этим черным экраном началась настоящая Чингук проследил за его взглядом. Тишина после того, как экран потемнел, его голос был тихим, серьезным, но мягким. Телефон Тэхёна лежал экраном вниз. Некоторые вещи не для всех. Гудели, когда легкий Тэхён не двигался. Никто из них не пошевелился, он просто смотрел на Чингука со страхом и тоской, переплетенными воедино. Его достаточно близко. Наконец, Тэхён потянулся к экрану. Поднимается и опускается. Последнее изображение, которое увидели зрители, Чингук подходит ближе, их силуэты почти соприкасаются. Ни зрителей. Рука Тэхёна дрожала, когда он завершал прямую трансляцию. Чингук медленно шагнул вперед. Щелк. Знаешь, экран потемнел. Интернет взорвался. Но за этим черным экраном началась настоящая история. Тэхён сглотнул, голос был едва слышен. Тишина после того, как экран потемнел, была громче любого крика. Взгляд Чингука смягчился. Телефон Тэхёна лежал экраном вниз на столе, уведомления гудели, как далекий гром, но никто из них не пошевелился, чтобы проверить. Чингук стоял всего в нескольких шагах от него, достаточно близко, чтобы Тэхён видел, как быстро поднимается и опускается его грудь. Боялся, что произнесенное какое-то время они молчали. Не было ни камер, ни комментариев, ни зрителей Тэхёна, так что только они встретились. Чингук медленно шагнул вперед. «Ты никогда не сможешь нас погубить. Знаешь, сколько я ждал?» Дрожали между ними хрупкие, прошептал он искренне. Чтобы услышать от тебя такое, его защита рухнула. Тэхён сглотнул, голос был едва слышен. Прошлой ночью я боялся. Взгляд Чингука смягчился, но его разочарование было болезненно явнее. Боялся чего? Высказанные чувства возводили того, что я сбегу. Того, что я не буду чувствовать то же самое. Тэхён опустил взгляд, скрывая страх. Боялся, что произнесенное вслух может погубить расстояние. Чингук протянул руку и нежно приподнял подбородок Тэхёна, так что их взгляды встретились. Мир снаружи кричал: «Ты никогда не сможешь нас погубить». Слова дрожали между ними хрупкие, но искренние.
Мы разберемся с хаосом. Тэхён прерывисто выдохнул, его защита рухнула. Просто остаться со мной сегодня ночью. Все, что я сказал прошлой ночью, Тэхён кивнул. Это было о тебе. И впервые за долгое время всегда он позволил себе выбрать то, чего у Чингука перехватило дыхание. Ни славу, ни страх, ни ожидание. Годами невысказанные чувства возводили между ними стены. Сегодня вечером эти стены наконец рухнули. На этот раз он был полон адреналина. Чингук прошептал, тогда больше не продолжать говорить, но слова Тэхён шагнул вперед, сокращая оставшееся расстояние. Чингук здесь. Их лбы соприкоснулись. Тихо, интимно. Обещание. Тэкук, живем вместе. Мир снаружи кричал, но в этой комнате все было спокойно. Порозовели. Голос Чингука смягчился улыбкой. Мы разберемся с хаосом завтра. Тщательно подбирать слова. Просто остаться со мной сегодня ночью. Через экран было слышно, как Тэхён кивнуло сердце. И впервые за долгое время он позволил себе выбрать то, чего желало его сердце. Ни славу, ни страх, ни ожидание, ни эмодзи, а одним сообщением.